Здравствуйте! А также приветствую всех, кто никогда не устанавливал моды. В этой весенней неделе нам пришлось разбираться с возможным анонсом GTA 6, а также множеством других новинок, и как обычно мы обсудим самое важное и интересное. А если вам нравится наше видео, обязательно подписывайтесь на канал, и конечно же спасибо вам за лайк и комментарий. Короче, наливайте себе чая и погнали разбираться. Британский регулятор запретил Microsoft покупать издательство Activision Blizzard, ссылаясь на то, что компания уже является почти монополистом в сфере облачного гейминга. Такой поворот событий никто не ожидал. Ранее британцы уже сняли все возражения и даже дали предварительное добро, но теперь решение стало настоящим шоком. Microsoft говорит, что обжалует решение регулятора, но это займет время. Глава Activision Бобби Котик также настроен на борьбу и считает, что еще ничего не потеряно. Аналитик Майкл Пактер согласен с ним и считает, что компании пойдут на новые уступки и заключат новую сделку с властями. Например, могут дать гарантии, что британские пользователи не будут играть в игры Activision Blizzard. Если все сложится удачно, сделка может состояться до конца этого года. Появились первые отзывы на экшен Star Wars Jedi Survivor. Все журналисты как один утверждают, что игра стала лучше буквально во всем. Геймплей стал более разнообразным, боевая система более глубокой, а головоломки куда интереснее. Отдельно отмечают сюжет. Он получился очень душевным и захватывающим, но при всем при этом средняя оценка игры всего 8,5 баллов. Это, конечно, много, но если такие восторги, то почему не 10 из 10? Похоже, главная проблема в оптимизации графики. Сиквел стал круче, появились большие открытые пространства, но вместе с ними пришли и тормоза. Проблемы есть как на ПК, так и на консолях. Впрочем, оптимизацию обещают починить в ближайшие недели, так что смело добавляем лишний балл к оценке, а значит игра вполне может потягаться за звание лучшей игры этого года. Как обычно, мы продолжаем собирать кусочки информации о GTA 6. На этот раз неофициальный тизер GTA 6 заставил поклонников задуматься, возможно ли, что Rockstar наконец-то готовы представить долгожданную игру. Как сообщает сайт Comic Book, на этот раз геймеров раздражает известный журналист и контент-мейкер с ником Hip Hop Gamer. Он опубликовал в Твиттере совместное фото со Штраусом Зельником, гендиректором Take-Two. Фото он подписал так: нетерпением ждите GTA 6. Все, что могу сказать, люблю Rockstar, заранее спасибо вам. Он также написал, что GTA 6 станет моментом, который запомнится на всю жизнь, и что игроки будут в восторге. Возможно, журналисту дали возможность взглянуть на новинку или поделились деталями, однако также возможен вариант, что Hip Hop Gamer сыграл какую-то роль в игре, например, радиоведущего, учитывая его опыт работы на радио, или он просто секретный агент. Поэтому ждем официального анонса. Наконец, вышел свежий трейлер экшена по вселенной Чужих Aliens Dark Descent. В нем показали много сюжетных сцен, в том числе новых жутких ксеноморфов и некого киборга, который действует с ними. Заодно напомню, что в игре нужно будет управлять целым отрядом морпехов в реальном времени, а также прокачивать их, развивать базу и пытаться выполнить задания в максимально враждебных условиях. Проект очень многообещающий, а релиз состоится уже 20 июня. Разработчики как раз начали прием предзаказов, за которые игроки получат набор черной брони для бойцов, а также очень милого рыжего котика. Разработчики Atomic Heart решили, что мы можем продавать разные вещи за огромные деньги, и анонсировали фирменные часы в стиле Atomic Heart. В качестве индикаторов используются настоящие советские газоразрядные лампы и N12, которые уже давно не производятся. Однако запасы были накоплены в СССР в огромных количествах и не исчерпаны до сих пор. Часы будут произведены партией всего в 1000 штук и стоить 50 тысяч рублей. Знаменитая студия Crytek опубликовала видео под лозунгом «Придет Crysis, нам нужна ваша помощь». Целью ролика был поиск новых сотрудников на ключевые позиции для разработки Crysis 4. Команда в настоящее время ищет ведущего продюсера, ведущего программиста и ведущего художника по созданию окружающей среды. Всего открыто 22 вакансии, что указывает на то, что следующая игра находится на ранней стадии разработки. Вполне реалистично, что четвертый Crysis может
может находиться только на стадии предпродакшена. Новую часть культовой серии под невероятно кодовым названием Crysis 4 была анонсирована более года назад, но с тех пор о ней не было никаких интересных новостей. Вероятно, это было сделано для того, чтобы привлечь инвесторов и разработчиков к команде. При этом новички для компании не в приоритете, поэтому в общем не стоит ожидать, что в ближайшие 2-3 года мы сможем поиграть в новый Crysis, если смотреть реалистично. Крутые разработчики ролевых игр собрались вместе и обсудили игровую индустрию. Среди них были звезды, такие как Джордж Сойер, создатель Fallout New Vegas, Майкл, создатель Dragon Age, и Павел Саска, главный дизайнер квестов студии CD Projekt. Однако обсуждение вышло не очень веселым. Например, Павел Саска жалеет, что решили делать игру Cyberpunk 2077 от первого лица и без отдельных кат-сцен. Это вызвало огромное количество проблем и серьезно напрягло бюджет. По его словам, с Ведьмаком 3 было гораздо проще. Можно было использовать трюки и экономить на разных вещах, пользуясь тем, что игрок этого просто никогда не увидит. Например, сделать только половину торговца, потому что остальная часть была скрыта прилавком. Но в игре Cyberpunk такие трюки не работали, и все приходилось делать максимально честно. В итоге, дизайнеры из CD Projekt Red предупредили, что рост сложности современных игр стал совершенно неконтролируемым, и разработчики сами во всем виноваты, приучив аудиторию к тому, что дорогая графика является знаком качества. И теперь игроки просто не обращают внимания на более дешевые игры. Кроме того, глава игровых студий Sony Shuhei Yoshida заявил, что создание современных игр уровня God of War Ragnarok стоит порядка $200 миллионов, хотя еще в 2010 году на создание God of War 3 они потратили всего 44 миллиона. Пожалуй, на сегодня это все. Ставьте лайки, если видео понравилось, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Надеюсь увидеться с вами в ближайшем будущем. Мы также будем рады видеть вас в нашей группе ВК и в Discord. До встречи на Game Room, игры новинки. Смотрите и играйте вместе с нами.